Всем привет! Сегодня, в общем, будем мы в домашних условиях менять вот такую Соньку. В общем, мы ее купили с рук. Она полностью рабочая, но имеется вот такой дефект у нее. То есть вот прожженный корпус здесь. Вот. И еще у нее выжжен вот здесь порт. Получился режим сварки, то есть окислились контакты. Был плохой контакт, и, в общем, и прогорел этот порт. Вот. Мы зашли, в общем, здесь, нашли, в общем, местных товарищей, кто занимается ремонтом. Приехали к ним в дом, увидели кучу запчастей и взяли, в общем, попросили продать нам новый корпус оригинальный другой Соньки. Вот он нам отдал буквально вот среднюю и верхнюю часть. В подарок нам дал вот таких два разъема. Вот. И еще у нас есть джойстик, будем менять стик. То есть, у нас сейчас пока нет инструмента. Из инструмента у нас что только? У нас имеется вот такой набор. Отвертка плоская обычная с индикатором, который вряд ли пригодится. И вот такой наборчик у нас есть. Сегодня начнем, в общем, разборку. Вот у нас нет пока термопасты, куча всего, паяльника нету, поэтому сегодня что сможем, завтра поедем в магазин. Короче, первым делом, получается, мы снимаем вот эту заднюю крышку, она по факту заглушка для жесткого диска. То есть у нас нет пластиковой лопатки, мы поэтому неаккуратно вот так вот ее извлекаем. Дальше нам нужно открутить крестообразный, в виде плюсика. Вот такой отверткой мы будем, в принципе, работать сейчас. Раз. И готово. Вот. Потом, получается, нужно открутить вот этот болт. Вот он. Его. Такой. Вот таким мы сейчас будем. Сейчас фокус. Вот. Когда открутили вот этот болт уже, да, вот здесь у нас скрывается еще один болт-невидимка. То есть можно вот так аккуратненько поднять. Вернее, там... Да подожди ты, тут просто надо надавить было, и все. Продолжаем демонтаж. Получается, вот мы ее отстегнули сейчас, и она выдвигается вот в эту сторону. То есть мы ее сейчас должны сдвинуть. И вот она, в принципе, снимается. Вот здесь грязь, пыль. Это сейчас пойдет у нас мыться в раковину. Хуй знает, что надо откручивать здесь. Сейчас разберемся. Блок питания надо снять. Чтобы снять блок питания, нужно снять вот эту часть. То есть мы откручиваем все шлифы. Правильно? Нет. Сейчас подумаю. Я забыл. Вот эта штука тоже снимается. Да. Сначала вот эту снимаем. Вот такой же. Правильно делать. Такой же. Так же вот. Нет, не с этой. Вот с этой. Вот с этой. Раз, на себя. Видно? Оп. И сдвигаем вот в мою сторону, получается. Вот. Оп. И готово. Вот эту надо выкинуть. Она уже все. Вот эту штуку можно как обмануть. Лайфхак. Вот там внутри есть вот такой шпендель. Вот. И если нет такой отвертки, вот с дыркой вот здесь, да, его можно немного подогнуть. И в принципе с небольшим усилием вот так вот, как я делаю. Ты не можешь сейчас еще раз показать? Там нужно камеру прям близко навесить. Вот эти болты, их так просто не открутишь. Здесь в отвертке должна быть дырка внутри. Но мы же, у нас съемка идет на кухне. Вот. Инструментов у нас нет, так говорится. Что мы сделали? Мы, взяли отверточкой, немного подогнули, усилием подогнули вот этот в центре шпиндель, чтобы он маленько углубился туда. И с помощью обычной подхватили вот так вот здесь вот. Подхватили и смогли выкрутить. Лишний раз уж не морать. Да, ее нельзя морать. Давай ее не будем терять. Пригорать она очень греется, вот это все отпечатки, они пригорят. И вот сюда. Мы сейчас будем извлекать блок питания. Вот. И нужно обязательно извлечь вот эти два болта. То есть вот и всей этой кучи, да? Вот. Раз, два. Она должна сейчас сняться. Ого, пошла. И аккуратненько ее вот так вот переворачиваем, чтобы вот этот шлейф не оторвать. Отключаем от материнской платы основной модуль питания. И сейчас аккуратненько вот так. Оп. Welcome.
Потом главное не забыть, какой стороной стоит. Но он не даст с другой стороны поставить. Поэтому это делаю так. Первым делом что мы будем? Мы сейчас будем работать с блоком питания. Вот. Ну, так как у нас паяльника нету, значит мы с ним сегодня работать, оказывается, не будем. Убираем в сторону. Чтобы добраться до материнской платы, вот здесь придется у нас все открутить, что можно. То есть отключаем все видимые и невидимые шлифы и болты. Здесь мы включаем Wi-Fi модуль. Тоже он нам не нужен. Все, вот еще все мы извлекли. Название ролика «Как ушатать PlayStation 4 Pro». Ты можешь потом в конце сказать, короче, у нас не получилось. Я принес ее в пластику. Там отвертка воткнута по центру, да, блядь? Соединяем материнскую. Вот у нас вот верхний слой. Здесь у нас крепится, это задняя сторона. Процессор у нас находится в той стороне. Главное не потерять эти прокладки терморезинки. Вот, и аккуратненько вот снять вот заднюю часть. Откручиваем. Это чтобы мы сняли материнскую плату и оставили систему охлаждения. Так, ну у нас в принципе материнская плата уже должна скоро. Шлифовал, видишь? Да, я их вижу, я их отключу. Ну, я так предполагал, что как случится. Оторвался? Вот она, материнская плата. И вот сухая термопаста. Наверное, высушенная уже в говно вкус. Ну да, термопасту бы желательно поменять. По-моему, обязательно не желательно. Трудно что-то было. Не, ну можно еще эту использовать. Ну, в нашем случае. Ну, в нашем-то да. Вот, нам теперь нужно снять систему охлаждения. Она фиксируется здесь на 4 болтах. Не, это просто заглушка. Нам же нужно, по идее, просто пересадить корпус. Так, теперь снимаем вот эти второй слой. Тут специальные звездочки, по ним можно запомнить, где это находится. Блин, да, конечно, если есть такой шанс, что можно было все не выкручивать, а просто как-то вот так снять и пересадить. То есть можно все не откручивать, а просто вот так вот снять. Зона охлаждения. Прикольно. А, слушай, не, действительно пришлось открыть. Я открутил вот эти два. Смотри снизу. И она Смотри снизу. Снизу смотри. Прикольно выглядит. О, все в пыли, да. Вот она шуба наша. Сейчас мы эту шубу будем снимать. Так, надо запомнить. Вот это, я уже не помню откуда это, но я помню, что вот это у нас как раз вот отсюда. Вот. Сейчас мы вот эту шубу снимем. Вот это. Вот. Тогда у нас она, Сонька, вырастет в цене в 2 раза сразу. Вот я ее аккуратненько, у меня губка сырая оказалась, но вот я вот так вот ее раз. Главное, чтобы у нас потом это успело все подсохнуть. Вот, и салфеточка еще сухой. Вот так продую, и нормально будет все. Все. Убираем свои отпечатки сразу. Дальше будем сейчас пересаживать систему охлаждения. То есть он так не снимется. Нужно открыть вот эти болты. Снимаем. Тогда у нас мы его продуваем. Все, чистый. Ставим сюда. Теперь надо пересадить привод. Я не уверен, но попробуем. Это снимается. Давайте это снимем. А, все, вот этот черный. Вот пидорас, блядь. Аккуратненько устанавливаем обратно в свое законное место. И откручиваем. Это вот как раз вот я один снимал. Вот он, один. Тут она, блядь, должна расслоиться. Ну ладно. Мы ее убираем пока что.
И пересаживаем вот этих ребят. То есть вот этот нужно снять. Wi-Fi мод. Вот, короче, когда мы это все дело пересадили, то есть система охлаждения, привод, то есть и всякие подключили коаксиальные кабеля от Wi-Fi модулей, вот раз, два, три у нас их там. Вот нам нужно скрепить корпус между собой. То есть сначала устанавливается вот эта рамка, то есть вот она фиксируется, так вот приходит, он встал в свои пазы. Вот внешне она выглядит вот так вот. То есть все, зазоров никаких у нас нету, все идеально. Вот, вот не все. Вот кнопки нажимаются. Самое главное, все, вот она зафиксирована. Теперь нам надо, по идее, у меня тут уже раскидались болты. Вот эти использовались для того, чтобы у нас сам корпус крепился. И плашка у нас зафиксирована, вот она, все. Вот она, теперь она не снимается, панелька, она раз, два, три, четыре, пять. То есть всего 5 болтов. По идее, вот эта штука должна вот так вот просветить. Идеально очень. Вот она сама легла. Нам надо теперь не потерять все шлифы, вытащить сразу. Короче, смотри, что нужно зафиксировать. То есть, когда мы установили вот эту металлическую штуку, да, то есть и вытащили все шлифы, здесь есть треугольнички, которые первым делом нужно крутить. Вот треугольничек, вот, да. То есть мы раз вкручиваем, и здесь второй. Вот, видно треугольничек? Вот, а он есть. Вот он. И сюда вкручиваем второй такой же. Вот. И после этого только мы устанавливаем материнскую плату. Но у нас проблема, у нас нет термопаст. У нас терморезинки вот установлены, слава богу. А термопаста у нас подсохла. Вот, а мы сейчас, как есть, вот эту пасту, она еще маленько функционирует, мы ее аккуратненько дамажим. Вот кусочек. Вот, берешь ее вот так вот и размазываешь. Вот так. Но она еще не совсем высохла. Ее еще можно использовать. В нашем случае на процессоре у нас то же самое, имеется кристалл, заводская. То есть вот мы аккуратненько здесь тоже размажем тонким слоем. Очень надеюсь, что не перегреется. Очень. Теперь будем включать все шлифы обратно. Короче, нам главное не потерять все прокладки. Видим? Одной не хватает. А она вот здесь оказывается. Вот покажи, вот здесь. Вон осталась. То есть нам надо ее аккуратненько отклеить. Почти оторвалась. И сюда переклеить термопрокладку. Это очень важно. Видишь следы? Это было залитие, тут то ли чай, то ли что-то, то есть, ну, Лезни попробуй. попало, не буду. Нам нужно сначала зафиксировать вот эту штуку, чтобы процессор держался плотно. То есть, да. Процессор это мозг. Процессор? Ну это чтобы типа держалось, чтобы нормально охлаждалось. Вот она устанавливается вот так. То есть у нее имеются вот такие глубокие пазы. Закручивать ее, чтобы не, очень важно, поочередно, чтобы не сколоть кристалл чипа для процессора. Мы закручиваем. С этой стороны закручиваем. Ну не до конца, понемножку, с каждой стороны. Вот. Здесь закручиваем теперь. Равномерно. Здесь. И она в этот момент прижимается. Здесь. Здесь все. И здесь. Здесь тоже все. Все, у нас процессор зафиксирован, система охлаждения. И теперь мы одеваем вот эту хрень, которая на себя берет, в принципе, охлаждение вот со всех банок. Вот они стоят точки. Вот так вот мы ее сейчас поставим. То есть шлейфы у нас уже все подключены. Осталось подключить
коаксиальный кабель на Wi-Fi антенны и на Bluetooth. И сначала закручиваем наши нелюбимые болты. Т8, которые не просто как называются. Ну вот мы, получается, в принципе, закрутили все болты, что у нас были в этой миске. То есть все закончилось. Вот, а дальше нам нужно сейчас будет, наверное, с питанием поработать. Потому что здесь вот у нас, по сути, вот с этой стороны мы устанавливаем питание. Вот, закрываем крышку и, в принципе, у нас консолька готова. Вот это идет уже блок питания, вот расплавленная она, то есть полностью. Мы его разберем сейчас. Здесь у нас вот разбирается он легко за счет того, что блок питания, так понимается, собирается в другом заводе, что ли. Вот, и поэтому сейчас мы... Тут уже более грубые болты идут. PH2. Да, PH2. То есть тут уже надо погрубее отвертка. То я покупал мне вот такой интересный набор. Везде меня выручает. Открутили, получается, вот это дело с этой стороны. Все щелк, все защелкано. Все на защелку. Вот, в принципе, все. Мы сняли блок питания. Главное, конденсаторы вот эти не трогать, не заряжены. Там сейчас напряжение. Бабахнут так хорошенечко. Реально? Да. Вот, снимаем. Вот, забираем это дело. Вот, и нам, по сути, вот тут даже есть вот подпаленная часть. Ну, для демонстрации. Вот эти нельзя трогать. Да, конденсатор нельзя, не заряжен. А если рукой его нельзя трогать? Рукой нельзя трогать? Ну да, ну в принципе это я могу показать. Вот сейчас наведет сюда. Вот. Видел? Да. То есть они заряжены. То есть их надо разряжать. Вот, и тогда и вот это тоже заряжен. Вот так выгорел разъем. Вот, мы его попробуем сейчас вырезать. Он вкипел прям. Он прям у нас вкипел. Попробую его, конечно, удалить. Вот такая хуйня. А это надо ножом счистить аккуратненько. Новый разъем. Здесь у нас прогар. Будем сейчас это дело маскировать. Вот так под черной изолентой. На первый взгляд не бросается. Если не присматривался, да почти. Ну, вернее, почти нифига не видно. Так, ну мы когда ее в корпус поставим, посмотрим, как это будет смотреться. Ну а дальше мы пойдем в магазин покупать паяльник, потому что можно и скрутить. Вот, но мы лучше запаяем, сейчас нам надо будет, получается, вот два разъема выпаять. И все. Слышал о ПДД, никогда не слышал. Продолжаем мы ремонт нашей PlayStation, замена корпуса и замена разъема. Сегодня наступил второй день. Сбегал я, в общем, с утра в магазин местный. Называется он tronic.lk. Он, кстати, гуглится у них. То есть взял вот такой недорогой паяльник электрический. Вот. К нему имеется два жала. Жало по виду топорик и обычные сменные тонким наконечником. И на тот случай, если прогорит жало со временем, чтобы не бегать, не искать. Вот так выглядит сам паяльник. С европейской вилкой идет. Ну и китайский. Имеется индикатор температуры и регулировка. Вот. С помощью него мы будем сегодня запаивать уже, думаю, через пару часов разъем. Также, что нам еще потребуется? Это у них типа флюса идет. То есть у них нету никаких флюкс-плюсов и там подобное. То есть у них вот обычного формата. Даже канифоли нету. У них вот такой флюс-гель. То есть я уже с таким работал. Он не очень хорошо работает. Он вроде как активный флюс. В общем, посмотрим уже на практике, как это будет работать. Вот эта коробочка, это мне в подарок он положил. Это для паяльника подставочка. И ее, скорее всего, я ее выкину, потому что багаж, это я вырежу, как не переживай.
Это подставочка для паяльника, чтобы не прожечь ничего. Тут мебель дорогая, прожигать нельзя. Что у нас здесь? Самая маленькая катушка оказалась вот такая, то есть 0,3 миллиметра. Нет, 0,8 миллиметра. И содержание 60 на 40 сплав металлов. В общем, посмотрим, как он будет, паяльник, работать с этим припоем. Должно, уверяли меня, что будет все хорошо. Ну и последнее, это обычная губка для очистки жал. То есть они любят там напильничком подпиливать, что это не совсем неправильно. То есть сюда раз макнул, жало чистое. Вот. Это не обязательно для нашего восстановления, этого чисто я взял на будущее, чтобы поддерживать в чистоте наш паяльник. Термопаста у них дешевая, очень дешевая. То есть вот такой тюбик стоит всего 300 рупий ланкийских. Это меньше 100 рублей. То есть в России я знаю, что 800 рублей вообще маленький тюбик стоит. Здесь вот такой здоровый шприц термопасты. То есть не знаю, почему она такая дешевая. Вот. Это на тот случай, на всякий случай, в общем. То есть уже взял нагрузку просто, то есть где-то что-то подкрутить, закрутить, выпрямить. Ну и самое важное, это с чем работать. Работать будем пинцетом. Пинцет, кстати, хорошего качества, я посмотрел. То есть не должен гнуться. Закаленная сталь. То есть идеальный. Тоже поработаем с ним. Не знаю, антистатический нет. Скорее всего, не антистатический. Ну, посмотрим. Ну, это чисто Китай. Мы такие на Алиэкспрессе заказывали. И вот, в принципе, все. В общем, продолжаем. У нас отвлекли. Включаю обратно паяльник. Удерживаю кнопку питания. Вот. Он показывает 136 градусов. Сейчас 290, 285, 280. В общем, идет нагрев до 300. Так, температура 268. Видно? То есть мне нужно меньше минуты, чтобы набрать нужную температуру. Вот в 300 градусов, да? Меньше минуты. И я уже, вот сними крупным планом вот это, смотри, я уже могу паять. Видишь, припой плавится. Помнишь, в Тринкомале мой паяльник? Я полчаса вот так его грел, и я не мог припаять обычный контакт. Смотри, как здесь все. Смотри, как. То есть припой будет плавиться вообще просто изи, да? Да, вот, плавится вообще изи. И вот очистка жал, почему я люблю такие губки, то есть макнул. И жало, оно зауженное остается, и самое главное, зауженное и чистое. То есть вот мне только этот момент очень нравится. И что прикольно, вот сейчас я его выключаю. Да, мне нужно срочно собраться, уйти. Мне не нужно ждать, когда он остынет. Я одеваю вот эту силиконовую термостойкую насадку. И, в принципе, все, я могу уже ехать. Все, сегодня у нас по плану получается поменяем термопасту, запаяем разъем. И, в принципе, Сонька готова. В общем, я по новой ее разобрал. Сегодня же второй день у нас. Вот. Сейчас туда удаляем термопасту. Я уже ранее рассказывал, что вот купил с копейки вот такой тюбик. Туда убираем это все дело аккуратненько. Ткань убирать. Я бумагу люблю туалетную. Она хорошо, плотно убирает, начисто. Вот, в принципе, блестит. И теперь нам надо сам кристалл. Вот кристалл сам. С кристаллом тут придется помучиться маленько. Его главное не сколоть. Это очень важно. Берем немного термопасты. Чуть-чуть. Крест-накрест ее. Этого достаточно. А ты будешь звуковую дорожку сверху накладывать? Все, вот есть с этой стороны. Можешь посмотреть, да, снять. Примерно так будет. Тонкий слой. И мы сейчас еще нанесем немного с обратной стороны на сам теплоприемник. Также. Ровный. Вот, смотри, и здесь идеально ровный слой. Видно? Видно. Я уже писал. А можешь еще распилить цветок?
чтобы круто было видно. Видишь? Да. Сейчас мы когда придаем, это все дело нажмется. Я вижу косяки вот здесь. Вот это можно аккуратненько убрать. Вот так раз. Вот готово. Ну и теперь мы ее сейчас будем устанавливать на свое законное место. Вот батарейку, конечно, нечего, у нас мультиметра нету, я пожалел денег. Я даже не знаю, да и батарейки у меня нет, CR20 32. Вот. Ты сегодня вечером планируешь запустить уже? Ну, через пару часов будет уже работать. Основная ее просто плюса. Вот, и попробуем сразу выпаять. Вот нам надо, получается, раз контакт. Разбавляем с нашим припоем легкоплавным. Защелкиваем. И радуемся. Будем устанавливать. Что мы будем устанавливать? Мы будем устанавливать блок питания. То есть нам надо его подключить. Наверное, вот с этой стороны тебе подойти. Подключаем блок питания наш. Видишь, как мало проводов всего на выходе. Вот он этой стороны не вставляется, значит другой стороны. То есть по-другому ты его никак не установишь. Это не как раньше был в 90-х компьютерах, что можно было обратной стороной подключить. Мы сейчас подключили, получается, шлейф от блока питания. И будем сейчас его на эти контакты насаживать. И все это дело закрывать. Закрутили, примерно выглядит так. И теперь нам нужно, по сути, одеть на него старый корпус с небольшой доработкой. Здесь я его маленько подвырезал. И вот здесь, с этой стороны, вот эти штуки подтянуть. Все, вот они заходят и защелкиваются вот так. Все, вот у нас больное место, которое было у нас, ну, мы здесь подвырезали, вот, и сейчас я там покажу, наверное, на видео как раз вторую часть, как было до этого. Такой был кошмар. Есть небольшие потертости, но это все ерунда. Вот. Теперь нам нужно установить жесткий диск на свое законное место. Жесткий диск на салазках устанавливается вот по такой схеме. Мы его просто фиксируем. Ну, вот она, в принципе, внешне выглядит уже совсем другое дело. Вот, кнопочки у нас нет, кнопочки нажимаются все, работают. То есть вот здесь у нас было все выжжено, вот эта часть все новое. И задняя сторона у нас порты были выдрены. То есть здесь тоже новенькое стоит, все хорошо. Вот, сейчас будем проверять, подключать. Переключаемся к телевизору, будем проверять. Сейчас мы ее посмотрим. Так, ну что, теперь у нас не должно искрить и током бить задняя сторона. Не должна. Ой, щелчок был. Нет сигнала. Оба! Да ну нафиг! Сигнал есть! Вот это да! Yes! 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 Есть? Поехали. Следующую тачку.
Телефон звонит. Алло. Алло. А.